Хотите вывести прибыль от криптовалюты, но не знаете, когда или как это лучше сделать? Не существует волшебной формулы для расчета движения рынка. Однако можно использовать несколько советов для получения максимальной выгоды. В этом видео мы объясним, как фиксировать прибыль на бирже криптовалют. Досмотрите до конца, в этом ролике рассказано, какие методы и способы существуют, чтобы сохранить доход. А еще мы дадим дельные советы для начинающих инвесторов. Так что не переключайтесь. Это Крипто.ру, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, нажмите дважды на колокольчик и поставьте лайк этому видео, если тема вам интересна. Крипторынок высоковолатильный и непредсказуемый. Иногда котировки активов меняются на десятки процентов за день. Для заработка недостаточно уметь играть только на изменении курса. Важно научить находить верные точки закрытия сделки. Это поможет фиксировать прибыль до того, как изменится тренд. Криптотрейдеры выделяют 4 способа фиксации прибыли. Прогнозирование. Вывод стартового капитала сразу после получения прибыли. Завершение сделки при достижении определенной цели. Или постепенный вывод прибыли. Прогнозирование – самый надежный способ, чтобы найти точку фиксации дохода. Для начала нужно провести анализ рынка, а именно изучить новости, высказывания политиков и крупных бизнесменов. Оценить экономическую статистику, ситуацию на рынках и перспективы монет. Использовать технический анализ, а именно проанализировать графики и прошлые котировки. Это нужно, чтобы определить точку разворота тренда. Второй метод – стратегия сохранения инвестиций. Если выводить стартовый капитал сразу после получения прибыли, можно быстро заработать, но небольшие суммы. Например, в определенный криптоактив вложено $1000. Его цена выросла на 10%, теперь на балансе $1100. Стартовую 1000 можно вывести, а заработанные $100 снова инвестировать. В такой ситуации потерять можно только полученный доход. Третий метод – использовать порог прибыли. Это самый распространенный способ фиксации дохода среди трейдеров. Он состоит из 3 шагов. Нужно выставить отложенный ордер, дождаться цели, завершить сделку. Чтобы выставить ордер, достаточно создать лимитную заявку. В таком случае биржа сама зафиксирует доход, если цена пойдет в нужном направлении, по мере получения прибыли. И четвертый метод фиксации – постепенный вывод прибыли. Способ противоположен второму в нашем списке. Если операция оказалась успешной, выводится полученный доход, а не стартовая инвестиция. То есть прибыль в $100 можно сохранить, а 1000 реинвестировать. Чтобы снизить риски, нужно выставлять ордера со стоп-лоссом. Если тренд развернется, то сделка автоматически закроется в точке безубыточности. А сейчас о способах фиксации прибыли в разрезе стоимости. И досмотрите видео до конца, где мы дадим несколько важных советов начинающим трейдерам. Итак, способы фиксации прибыли в деньгах. Это перевод крипты в фиат, обмен цифровых активов между собой или фиксация прибыли в стейблкоинах. Чтобы защитить вложения от обесценивания, проще всего перевести их в фиат. Депозит в традиционных валютах можно хранить на балансе для следующей операции. Альтернативный способ – сразу вывести его на карту банка. Другой способ – обмен цифровых активов между собой. Такой перевод наиболее агрессивный и рискованный метод. Из-за высокой волатильности рынка есть риск потерять весь капитал. Третий способ – фиксация в стейблкоинах. То есть в токенах, цена которых привязана к фиату или золоту, например USDT. Так можно защитить ценность депозита от резкого изменения котировок. В завершении, как обещали в начале выпуска, мы собрали советы начинающим трейдерам. В начале пути важно придерживаться 4 принципов: контролировать и снижать риски, начинать с небольших депозитов и наращивать их постепенно, плавно повышать доходы. Для этого поможет последний совет. Нужно наметить цели на неделю, месяц, год. Остановимся на каждой рекомендации поподробнее. Чтобы сократить риски, нужно выполнять следующие шаги. Ограничить объемы транзакций. Открывать сделки на весь депозит непредусмотрительно. Нужно выделять часть, например, 10%. Не использовать кредитное плечо. Торговля на спотовом рынке – самый безопасный вид для новичков. К маржинальной и фьючерсной торговле можно переходить только со значительным опытом спотовых операций и уверенными навыками технического анализа. Выставлять ордеры с уровнями стоп-лосс и take-profit. Предсказать точную динамику курса актива невозможно. Такие инструменты помогут быстро закрыть сделку, если рынок пойдет против прогнозов. Не торговать в неблагоприятные периоды.
После выхода важных новостей и политических заявлений волатильность криптовалют растет. Для способа постепенного наращивания общего капитала есть важный нюанс. Не стоит слепо придерживаться рекомендаций продавать активы после их подорожания на определенный процент. Стратегия наращивания выстраивается в зависимости от волатильности для каждого актива индивидуально. Про максимизацию доходов. Ее цель – получить лучшую доходность от изменения котировок. Важно постоянно оценивать рынок и искать наиболее перспективные токены и монеты. Прибыль можно получить на росте их цены. Такая стратегия сложнее, чем пассивное хранение одного криптоактива, но помогает увеличивать доход в более короткие сроки. И про цели. Чтобы постепенно наращивать доход от криптоопераций, нужно заранее планировать желаемый результат. Например, краткосрочная цель – это успешная операция по покупке или продаже актива, или успешная серия сделок в течение дня. При долгосрочном планировании можно составить план дохода на неделю, месяц или квартал. Не стоит использовать только одну из рекомендаций. Важно объединить их в стратегию и наращивать стартовый капитал на росте цен благодаря спотовым операциям. Более опытные трейдеры зарабатывают и на снижении курса валют. Для этого открывают короткие или шорт позиции. И напоследок, для начинающих трейдеров биржи предлагают использовать сначала тестовую торговлю с демо-счетом. Это поможет потренировать выставление ордеров и получение прибыли без риска потерять реальные деньги. Что ж, на этом все. Больше полезного видео смотрите на нашем канале. Например, какие пулы для майнинга биткоинов считаются лучшими в этом году. А если хотите разобраться в вопросе, как фиксировать прибыль на криптобиржах, переходите на сайт Crypto.ru и читайте наш экспертный материал. Ссылку мы оставим в описании под видео. У вас остались вопросы? Задавайте их в комментариях, и мы с радостью ответим на каждый. И, конечно, делитесь своим опытом и какими способами пользуетесь лично вы. Нам очень интересно. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.